Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я предлагаю сделать вот такую веточку мимозы. Давно хотела сделать, но все никак в голову не приходило, из чего сделать вот эти помпоны. И когда я увидела упаковку в магазине вот таких желтых маленьких помпонов, меня как будто осенило. И вот что получилось. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать вот такие помпоны. Они у меня 1 сантиметр желтого цвета. Мне понадобится вот такая бумага, проволока. Проволока у меня 0,4 миллиметра. Тейп-лента у меня зеленого цвета. Вот такая вот проволока. Она достаточно жесткая, 0,9 миллиметра. Мне понадобятся вот эти такие щипцы, ножницы и горячий клей. И приступаю к работе. Беру проволоку и вот так подгибаю примерно 3 сантиметра. Беру помпон, зажимаю его вот так проволокой и затягиваю. Подрежу сразу ленту. Так, если мне надо, я тут поправлю, чтобы все было посередине. И докручиваю остальную проволоку. Немного вот здесь затяну, использую вот эти плоскогубцы. И вот получается вот такой вот помпон на проволоке. Ну, давайте еще раз покажу. Просто беру проволоку, я даже ее не отрезаю. Вот так посередине зажимаю и прокручиваю. Отрезаю, подкручу вот здесь, чтобы зажать, уже никуда ничего не убежит. Видела на YouTube канале, многие используют просто клей, берут проволоку и клеем. Но я не люблю пачкать, так получается намного аккуратнее. Сейчас я беру тейп-ленту, беру отрезок небольшой и разрежу ее на 2 части, потому что она широкая. Если у вас есть узкая, то можно использовать. А я вот просто ножницами беру и подрезаю. И проволоку нам теперь надо замаскировать. Мы берем тейп-ленту, которую подрезали, немного растягиваем и вот так чуть-чуть пониже как бы самого вот этого помпона закручиваем кверху. Вот таким образом. Теперь разворачиваем вниз. Вот. И подкручиваем вниз. Все. Вот таким образом. И так обрабатываем все наши заготовочки. Работа медленно идет, так как этих помпонов надо очень много. У меня будет 5 вот таких вот веточек. Так, и теперь переворачиваю вниз и прокручиваю. Вот что у нас получается. В каждой вот такой веточке у меня идет примерно 10, 11, 12 помпонов. И сейчас будем собирать веточку из помпонов. Я беру 2 помпона, располагаю один чуть ниже другого и также закрепляю. Сначала чуть-чуть ниже, вот таким образом, и затем разворачиваю ленту и вниз. Беру следующий помпон и располагаю еще чуть-чуть ниже, совсем чуть-чуть. Так, еще один оборот сделаю. Вот, видите, чуть-чуть ниже. Много не надо. И растягивая тейп-ленту, обкручиваем. Беру следующий и еще чуть ниже. Вот такой лесенкой, как бы с каждой стороны у нас получается. И обворачиваю. Беру следующую. И теперь мне надо нарастить веточку. Я беру отрезок проволоки
И его вот сюда между своими веточками с помпонами ее вот так обматываю. Беру следующий помпон. Здесь можно, кто хочет погуще, можно побольше этих помпонов. Следующий. И, конечно, так как они на проволоке, их потом в готовом виде можно как бы в стороны отодвинуть и уложить, как вы хотите. Берем следующий. И вот так я как бы работаю, обрабатываю веточку. И у нас получится вот такая веточка. Как я уже говорила, здесь 9, 10, 11, кому уже как нравится, попышнее, пореже. И вот так оторвала нечаянно. Вот таким образом. Посмотрите, как нежно все получается. Давно хотела сделать мимозу, но все мне никак не приходило в голову, из чего ее сделать. Потому что смотрела, многие делают и из ватных палочек, которые для ушей, из ваты и многое другое. И тут я случайно увидела вот эти помпоны, и меня как осенило. Вот я решила сделать мимозу именно из таких помпонов. И очень красиво получается. Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот у меня тут уже. И вот такая веточка получается. Как я уже говорила, можно больше, можно меньше. И продолжаем, домотаем с вами тейп-ленту. Вот такая веточка получается. И на готовое изделие уже можно будет тут все поправить. Листики я буду делать из гофрированной бумаги. Также очень долго я думала, как их сделать, чтобы получились вот такие, как иголочки. И здесь я беру бумагу и прорезаю вот по этим вот линиям. Вот как идет бумага, вы видите, по линиям. И у меня получается отрезок примерно 5 на 7 сантиметров. 5 на 6,5-7 сантиметров. И вот этот отрезок я теперь подрезаю под углом. Вот. И сейчас главное правильно приклеить. Если вы правильно приклеите, у вас получится вот такая веточка. Если неправильно приклеить, у вас получится вот такая вот веточка. Поэтому сейчас покажу, как сделать правильно. Вот так мы отрезали бумажку. Чтобы все было правильно, вот один отрезок мы переворачиваем вот таким образом. И так и будем подклеивать. И сейчас берем отрезок проволоки, и нам надо будет его приклеить вот сюда. Приклеивать будем примерно на расстоянии 3 мм от края. Я беру горячий клей и вот так прямо наношу на листик. И подклеиваю. Одновременно наношу еще немного клея вот на эту часть и на эту часть. И подклеиваю второй отрезок. Укладываю на стол и прижимаю, чтобы вот эта часть приклеилась к этой стороне, а вот эта часть приклеилась вот, чтобы проволока у нас оказалась в середине. И при этом клея не было видно. Вот таким образом. Теперь мы берем ножницы и вырезаем как бы форму листика. Так, с одной стороны и с другой стороны. Так, убираем. Вот, и у нас получается вот такой листик. Теперь берем мелкие ножницы и вот так до проволоки мы вот такие мелкие нарезки делаем. Примерно 1-1,5 миллиметра. Мы это делаем с одной стороны, обязательно под наклоном. Вот такие мелкие. И со второй стороны.
Вот, видите, такие мелкие получаются. И продолжаем работу. Что у нас получается? И теперь нам надо вот эти вот листики как бы каждый отдельно отделить и скрутить. Вот я беру и скручиваю. И у нас получаются такие красивые иголочки. Вот, видите? Потом мы расправим. Листики можно сгибать, так как у нас там проволока. Продолжаем. Делаем это с одной стороны и затем уже со второй стороны. Можно туда-сюда, чтобы было удобнее. И вот вы видите, что у нас получится. Обрабатываем сверху и на второй стороне. И вот у нас такой листочек получается. Немножко можно его так распушить и согнуть, как нам надо. И у нас получается вот такой симпатичный листик. И, конечно, нам надо обработать тейп-лентой вот этот ствол. Поэтому наматываем сначала кверху, разворачиваем и идем вниз. Вот таким образом. И сейчас я буду собирать свою веточку мимозы. Беру две вот наши веточки, которые мы уже сделали. Складываю их. И также закреплю сначала тейп-ленту. Тейп-ленту я также подрезала. Немного растянула. И поворачиваю ее как бы в другое направление, вниз. Укладываем, как уже хотим, чтобы у нас тут все лежало. Листики, чтобы у нас смотрелось все как бы красиво, тоже надо уметь расположить красиво листики. Их можно будет потом и с этой стороны. Главное все красиво закрепить. И когда мы крепим, листик стараемся закрепить, чтобы вот все наши проволоки, они шли как бы вниз. Не вот так и потом накручиваем. Ни в коем случае. Иначе у вас получится очень такой толстый вот этот ствол, и вам будет потом неудобно работать. Поэтому все у нас должно быть вот так вот ровненько. И закрепляем. Конечно, потом все можно будет поправить. Беру следующую. Так, вот здесь мне надо еще чуть-чуть. Видите, я не домотала. Надо еще чуть-чуть все спрятать. Чтобы у меня здесь был вот этот свободный ствол для работы. Так, и теперь вниз. Беру следующий листочек. Все складываю. Так, чуть выше, чуть ниже. Здесь уже каждый регулирует. Так, все вот тут у нас ровно должно быть, как я уже говорила. Вот таким образом. Все закрепляем. Берем следующий листик. Располагаем его чуть ниже. И также все закрепляем. Так. Так, руки у меня немножко мокрые. Вспотели, у нас жара. И тейп-лента рвется, но ничего страшного. И вот вы видите, уже красивая веточка. Конечно, я потом все поправлю. Беру следующую. Вот там вот эту веточку сюда ее. Вот.
И также все обматываю. Так, чуть-чуть вернусь вверх у меня там, чтобы закрыть. Вот что получается. Ну, очень красиво. Беру следующий листик. Оставляем расстояние от листика до стебля, чтобы мы могли потом как бы разворачивать в разную сторону. И ну, если вы будете вплотную делать, то у вас не будет возможности как бы вот назад, вперед листики, а так. И посмотрите, что получается. Так, мне снова нужно закрепить следующий отрезок тейп-ленты. Так, возвращаюсь вниз. Так, у меня тут слишком большой. И закреплю еще вот эту веточку. Сборка тоже занимает время. Чтобы все расположить красиво. Так, вот это тут тогда будет, а это вот сюда. Вот так. Все. Вот вы видите, все у нас тут получается ровно, чтобы стебли не бегали никуда. Так, еще один листик. Так, здесь уже можно, да, решить, куда я его хочу определить. Все пробуем, все примеряем. И вот таким образом как бы собираю уже окончательно свою веточку. Вот таким образом я ее прикреплю. И у меня останется еще один листик. Все хорошенечко закрепляем. Вот такая красота у нас получается. Ну просто шикарно. Нет, там наверх некрасиво. Здесь уже каждый решает, как бы, куда он хочет эти листики и как он хочет. Вот так мне нравится. И вот так я закреплю. И вот такая веточка у меня получилась. Здесь мы уже расправляем все, чтобы у нас как бы красиво все лежало. Все у нас закреплено отлично. Вот, поднимаем наши помпоны, чтобы мимоза выглядела красиво. Ой, какая красота! Ну, как я уже говорила, давно хотела сделать мимозу, но все никак не знала из чего. Посмотрите, какая красота. Расправляем, конечно, листики. Листики подгибаются. У нас там проволока. И вот что у нас получилось. И вот вы видите окончательный результат. Вот так веточка смотрится сзади. Все чисто, красиво и аккуратно. Мне очень нравится полученный результат. А вам? На сегодня все. Я надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и, конечно, до скорой встречи. Пока-пока.